Всем привет! Вы находитесь на канале «Клетки в кадре», а конкретно в видео-эксперименте, который был снят в серии «Встречи взглядов», посвященных колоректальному раку. Для этого видео мы делаем отдельную специальную небольшую подводку уже с монтажа, потому что оно требует небольшого пояснения. Это видео было снято абсолютно незапланированно, и в нем наши эксперты решили представить свою небольшую схему понимания классификации колоректального рака относительно ВНТ-пути, относительно БРАФ-мутированных опухолей, и это абсолютный эксперимент. Вы можете быть с ним согласны, а если вы не согласны, то обязательно пишите нам в комментариях, почему. Нам будет очень важно это прочитать, но в первую очередь нам хотелось запечатлеть этот момент и для самих себя, и, возможно, для сравнения с чем-то в будущем. А также хотелось вас предупредить о том, что это совершенно нетипичное видео, не то, как мы обычно снимаем, но оттого оно только более уникальное и живое. Поэтому приглашаем вас буквально в процесс наших съемок, то, как мы за кадром немножко шушукаемся и все это обсуждаем, но пусть оно сделает нас немножечко ближе. Начнем. Это будет иметь смысл, может не будет, не знаю, но чтобы оно не пропало. ВНТ, да? Активация, да. Мы имеем ВНТ-активацию. Так? Значит, активация может быть двумя вариантами. Первый вариант это APC, второй вариант не APC. Так? Во втором варианте давай сразу нарисуем маленький подвариант, который, так сказать, обладает агрессивным течением уже сам по себе, который в силу его редкости просто обладает, так сказать, выносится за скобки. Это CTNNB1. Это, собственно, бета-катенин сам по себе. То есть у нас может быть мутация в бета-катенине, она характеризуется deeply invasive. Как часто это бывает? Редко. Ну, там около 3-5%, да? Да, очень редко. 3-5%. Да, где-то вот так вот. То есть это редкая история. А остальные? А вот остальные мы не знаем. Сколько APC вариантов? Сколько бывает? В активации ВНТ? Да. То есть не от общего колоректального рака? Не от общего, от ВНТ. Ну, где-то 80%. Да, вот. 80%. Ну, примерно, да. Если всех суммировать. Если от всех 70-80%. 70-80% от всех. 78%. Вот это вот агрессивная редкая хрень 3-5%. Да, то есть здесь около 15%, вот какие-то другие не APC есть. То, что мы самые разные. Но сколько? Ну, где-то около 15% не APC, так сказать. Приблизительно 15%. Да, это из того, что мы думаем. Да. Это какие-то более легкие варианты. Вот это злой. Да. Это злой. Ну, это не злые. По сравнению с... Да, по сравнению с самим... Да, скорее всего. Значит, теперь, когда у нас есть мутация APC, да, это же мутация? Мутация. Это мутация. Инактивирующая мутация. Да, биолинейная инактивация гена APC. Да. Значит, дальше у нас могут быть следующие варианты. Это наличие крас-мутации, крас-мутированный и крас... Дикий тип, WT, YT, Wild type. Крас-мутированный, дикий тип. Значит, когда мы имеем вот этот вот путь, да, он по определению, мы считаем его злой, он злой, так? Относительно вот этого варианта. Да, относительно вот этого варианта, да. Он злой. Да, он хуже прогностически. Раза в два. Он злой. Раза в два. Значит, вот этот вариант более доброкачественно течет. Если нет коммутации P53. Если нет коммутации P53. Здесь нужно сделать P53 мут и P53 дикий тип. Окей. P53 мутированный и P53 ВТ. Да. Значит, вот этот вариант тоже злой. Да. Они одинаковые. Они идентичны. Они идентичны. Это злые. А это точно уже не злой. Не злой, да. Не злой. Не злой. И теперь у нас, когда есть не APC, вот этот по определению злой, когда вот этот вот... Когда бета-катенин мутирует сам по себе. Здесь у нас не APC тоже может быть с мутацией крас. Да.
И он... Крас ВТ. Может быть крас ВТ. Да. И вот этот вариант. Вот этот не злой переходит как бы вот сюда. То есть не злой вот здесь надо написать. Ну хорошо, это не злые по отношению к вот этому. По отношению к вот этому. Да. P53 мутированный и P53 ВТ, да, вот этот не злой. Это, не злой. Это гетерогенность там начинается сплошная. Когда вот вообще нет ни APC, Да, нет краса, это вот нет самый P53, гетерогенный, самый не вообще. злой, да? Да. Это самый добрый, да? Да, Вот этот последний вот позлее за счет P53, да? А вот если крас мутированный, то он, конечно... Тоже P53 дикий и мутантный. Здесь два тоже нарисую. Подожди. Давай здесь тоже Понял, два. тоже два рисуем. Да. Значит, P53. У нас просто Ну хорошо. У нас таких мало было. P53 мутированный и P53 Они отнесли. ВТ. Значит, Да. вот этот вот не злой тоже. Вот. вот этот не злой, Это вообще благоприятно. Да, это самый, Это один из самых благоприятных. вот этот вот не злой, Да. а это вот злой. этот позлее. Ну, так как Ну, злой. Ну, Он злой. Его злой. Да, он злой. Он Да. злой крас. Просто это Крас плюс P53 злой. Да, злой. злой. Значит, у нас есть вот Кто оказался не злой? Не злой оказался вот этот и вот этот в конце. как То есть, раз когда где нет только вообще APC. ничего, all negative без P53, only APC оказался и only крас. Оказались, вот они, так сказать, не злые, да? Да, вот, only крас. То есть, вот эта, так сказать, схема, которая получилась. Конечно, нам не хватает теста на APC, потому что P53 мы можем смотреть иммуногистохимически. ну, Крас- молекулярно-генетический. И молекулярно-генетически, да, и иммуногистохимически. Крас, так сказать, мы смотрим и так в рамках рутинного тестирования, как НРАС и БИРАФ. Да, у нас нет только вот этой части. То есть мы на самом деле кого не можем отличить? Мы не можем отличить две ситуации, когда у нас нет APC. Значит, мы не можем отличить APC с красом, который злой, Да. от APC дикий тип, Крас P53. крас мутированный, P53 дикий тип, да, вот от этого, который не злой. То есть мы не можем различить, получается... Там, где мы не делаем вот мы не делаем APC, поэтому мы... Да, то есть вот у нас вот этот и вот этот не злой. Так, и давай вот я этот попробую. будут выглядеть одинаково. Так, давай, вот сейчас мы нарисуем злые варианты. То есть у Злые. нас вот этот и вот этот будут выглядеть одинаково с текущего Злые. рутинного тестирования. Злые. Злые у нас это, APC крас, независимо. значит, первый мутант крас и APC. Это злые, это злой вариант. Да, Сразу. когда две мутации. Теперь. В злой. этой схеме, то есть, мы понимаем, что самые Злой. прогностически неблагоприятные это мутации БРАФ, да? Просто их нет в этой схеме. Мы сейчас смотрим ВНТ-путь. Мы разбираемся внутри ВНТ-пути. Значит, вот этот, наверное, где-то крас дикий, но P53 мутированный, он очень злой или не очень злой? Они не различаются практически прогностически. Вот их кривые более-менее совпадают, и они зависят от страны поражения. Значит, не APC. Ты лучше пиши APC ВТ, так будет проще. ВТ. APC. Да, ВТ, да. крас М, P53М. Да? То есть это тоже злой вариант. Да. И третий у нас злой вариант. Это вариант без краса, но с APC И P53. и да. P53. Значит, APC М, Да. крас ВТ, P53М. То есть вот у нас три мощных злых варианта. Вот так на первый взгляд получается и с точки зрения биологии, и с точки зрения того, что у вас получилось. Да. Теперь не злые варианты. Этот злой по-любому. Значит, крас ВТ, P53 ВТ, да? Угу. Крас ВТ, P53 ВТ, но с мутацией P50, APC. мутацией APC,
Да. APC мутированный, да, то есть у него стартовое нарушение ВНТ есть, но потом по какой-то причине крас не случилось, то случилось, не случилось P53, ничего не случилось. Не случилось P53. И теперь не злой вариант. Это APC VT. APC VT, крас M, P53 VT. крас M, P53 VT. P53 VT. Да. Вот эти два, где, так сказать, как бы мономутации с точки зрения таргетного, ну, вот, тестирования мономутации, вот они, даже там 5 рекей, ну, у нас может, мало было больных, но 5 рекей, да и в литературе тоже не ухудшается, естественно. И самый не злой, ВТ, крас, ВТ, мы доказать это так не смогли. P53 ВТ. А они вообще были? Ну, немного. 2 человека или 3. Прям что-то очень мало, да. Поэтому, Да, да, гетерогенный кластер обладал хорошим прогнозом, Да. это правда. Но мы... Гетерогенный. Но он гетерогенный, мы не знаем, что Очень злой, да? Вот получается, вот это очень злой. Да. Он отдельно не выделяется. Отдельно он не выделяется кластеризацией, но вообще в литературе, да, в литературе мутация бета-катенина сама по себе приводит, ну, описывается как deeply invasive cancer, это, ну, как брав почти. Вот он так Очень злой. в жизни как брав. Очень злой под вопросом. Да, то есть вот Это, он и внутри MSI, кстати, он и внутри MSI тоже. Ну, много там где есть, но он не единичный прям. Там, Да, но его просто мало, по нему вот очень... это очень злой, По нему, возможно. да. Здесь еще не хватает этого EPC, ВТ, крас ВТ и P53 мутированный. То есть он ли P53? Да, он не P53 еще нету. Это в злых. Да, в злых, вот он, который вот этот. Ага, так. Значит, вот смотри, то есть APC ВТ, крас ВТ, а P53 мутированный, вот этого, да, не хватает. 53 мутирован. То есть тогда, когда мы в таргетной панели вообще не знаем, так сказать, что предшествовало P53, а может быть она исходно геномно нестабильная, потому что на самом деле таких тоже не очень много пациентов, и судя по всему эта группа не гомогенная. Почему? Потому что вот в статье в Nature 24 года, где 6500 колоректальных раков взяли, они обнаружили, знаешь, какую редкую группу? Они обнаружили с БРК и HRD в колоректальном раке, так сказать, сколько-то больных. И они-то тоже попадают вот в эту группу, они все с мутацией P53. Поэтому это неоднородная, так сказать, категория, и мы вообще не знаем, что в ней еще скрывается. Вот так, чтобы отдельно кто-то в хорошей статье ее, так сказать, молекулярно разобрал, я пока что такого не встречал. Вот это, которая полностью вообще без всех. Значит, ребята, Нет, как и вот это, да, которая полностью без всех. Значит, что нам надо сделать? Нам надо посмотреть, какова частота каких вот этих вот сочетаний. И посмотреть, что литература нам дает на эту историю. Потому что их действительно очень много. Наверняка кто-то копал уже какие-то вот эти вот сочетания, помимо нас. И попробовать посмотреть, а что у нас, насколько это все прямо вот железобетонно коррелирует. Если оно в целом коррелирует, и нам просто, может быть, немножко не хватает случаев, то это хрен бы с ним. В целом оно коррелирует, и было две, так сказать, больших работы, которые, так сказать, примерно делали то же самое. Вот, оно в целом коррелирует, но из того, что интересно, у нас все-таки есть сайднес эффект. Вот Сайднес эффект. И да. к этому ко всему еще, конечно, то есть у нас разные из этих. Вот в целом, так сказать, эта картина примерно такая, но она зависит от стороны поражения. И условно говоря, у кого хуже прогноз, у кого лучше, справа, слева и прямая кишка, если мы на эти три дефиниции делим, они будут меняться местами. То есть, когда ты делаешь просто на весь колоректальный рак, да, так сказать, и вправду у тебя хуже всех брав с P53, лучше всех микростелитная нестабильность, дальше где-то вот, так сказать... Мы просто сейчас не рассматриваем. Да. Значит, only APC, only CRAS, это тоже хорошие, которые похуже, чем микростелитная нестабильность, но как бы лучше всех остальных. А вот все, где по две мутации, так сказать, или там с коммутацией P53, они идут таким, ну, плотным в центре, так сказать, кривых выживаемости, таким, ну, плотной такой когортой. Да, но в зависимости от стороны поражения, они начинают, у них меняется порядок. И вот это вот самое интересное. Вот кто у нас... Коричневый, это брав. Да, брав. Ну вот правая половина кишки. Дефинитивно брав самый худший, независимо от стадии.
А вот если в левой половине кишки браф уже не самый худший оказался, независимо Потому от что там, стадии. возможно, нет P53 мутаций. Как Да, там части, хуже всех оказался, хуже него как раз APC оказался в левой половине. В прямой кишке тоже браф оказался самый плохой, понимаешь? То есть они меняются местами. А кто оказался самый хороший в левой половине? APC. То он ли APC, да, вот когда APC, а больше ничего нет. Справа, конечно, закономерно микростлительная нестабильность лучше всех Там оказалась. еще красно, там мало случаев. Вот, а прямая кишка оказалась лучше всех гетерогенной, то есть вот этот, куда вошла большая доля all негатив образцов, негатив которые вообще, ничего не ни нашли. APC, Вот он ни оказался краса, самый ни- лучший, да, в прямой кишке. Но там тоже мало случаев. Там тоже мало случаев, проблема так сказать. с этим всем, что очень мало случаев. Поэтому вот это Ну, вот таких вот разделение редких, постоянное, вот этих редких. Да, постоянно поэтому разделение на какие-то подгруппы, оно бьет очень сильно. Да, теперь мы давай попробуем посмотреть на брак. Теперь мы возьмем брак мутированные опухоли. Сверстать это будет невозможно. Брак мутированные. Эксклюзивный Да? контент в Значит, Телеграме. они у нас есть брак мутированные MSI. Да. MSI. Это отдельно стоящая история, которая имеет хороший прогноз. Да, то есть В целом. среди всех брафов MSI, так сказать, резко MSI. улучшает его прогноз. Да. MSI прогноз. И коммутация P53 в неплохой. этих опухолях не ухудшает их прогноз статистически достоверно. P53 даже мы уже не смотрели, Да, потому что да, это она не ухудшает потому что их она не прогноз. ухудшает. Теперь дальше. Брав, который МСС. Да. Он Чаще- делится на две части. Он чаще всего с правой половины. В правой половине там мутаций брав в принципе больше. Да. И теперь мы возьмем правость и левость. Да? Попробуем здесь говорить про правую половину, правая и левая. Значит, правая чаще, левая реже. Значит, МСС. Значит, теперь, когда мы говорим о правой половине, которая чаще, да, у нас есть два варианта. P53 мутированный, МСС, правая Мы не делили на правый и левый. Окей, хорошо. МСС, Просто левый. брав мутированный, В целом, это правый, МСС, как я говорю. P53, Да, это прогноз самый худший. да. Просто из-за того, что у нас правые преобладали, мы левые отдельно не выделяли. Мы не знаем, как вот здесь это Так, работает. здесь в отсутствии коммутации P53 прогноз лучше. Но он почти как с MSI тогда, да? Прогноз лучше. Ну, примерно. Почти как с MSI. То есть его прогноз почти такой же, как на фоне MSI, Ну, когда может брак быть, без здесь, P53. здесь, наверное, не совсем Ну, достоверно так. не различаются, А почему, но, в общем, почему я могу сказать? Потому что здесь есть опция иммунотерапии, Да. а здесь нет опции Да, иммунотерапии. да. Когда А ты мы нет делали опции больных до лечения, до иммунотерапии. Это был 18-19 год, Значит, когда мы теперь, выбирали. когда Иммунотерапии мы не было. говорим про левую половину, левая половина имеет вообще какое-то значение по отношению к правой половине или не имеет в контексте брав? Но по данным мы не знаем, потому что мы не делили. Мы не делили. Мы не делили. у нас мало. Но У вот нас ты же просто говорил левый про мало прямую брав. кишку там, и так далее, что с брафом прямая кишка очень плохо. Или это порядок просто общий. Но там нет разделения брав ТП-53. Значит, На вот этом значит, слайде. То есть это окей, просто значит, порядок мы именно пока, кластеров, которые значит, брав. опять-таки, мы, скорее всего, имеем Скорее всего, будет иметь. P53 мутированный, И дикий тип P53 наверняка тоже имеем, но просто из-за VT. того, что их мало, мы не можем, Ну, так их сказать, их статистическую набрать мало. какую-то по ним. мало. И это поэтому вопрос. Это поэтому вопрос, Но да. скорее всего, так как биология очень похожа, скорее всего, мутанты пойдут сюда, а дикий тип Не исключено, пойдет, да, не сюда исключено. и будет немножко лучше. Не исключено, но, так сказать, Но доказать учитывая, сложно. что сейчас у нас в первой линии передвигается антибрав терапия вместе с анти-GFR терапией, то есть мы блокируем сигналинг и на уровне, вот у нас брав мутированные клетки, Да, это понятно, и на уровне GFR, так сказать, и на уровне как брав бы мутированные, каскада. мы анти-GFR, сюда анти-GFR, да? А сюда мы антибрав. И плюс химия.
то у нас прогноз этих больных, он улучшается. Потому что мы в целом, по крайней мере, если ты в первой линии, да, это первая линия, то у нас уже выживаемость у этих больных по сравнению со стандартными там, 13-14 месяцами, которые мы имели. Сегодня она у нас находится приблизительно, идет к 30 месяцам. Ого. То есть она повышается к 30 месяцам. Метастатические больные, по крайней мере, вот то исследование в первой линии терапии, если мы сразу наносим вот тройной удар, химия, анти-ГФР, антибраф, то прогноз у них улучшается в 2 раза у метастатических больных. Но это мы говорим сейчас. Так как основная масса, она P53 мутированная, да, то она, естественно, имеет наибольший вклад. Но мы всегда видели больных, всегда видели, их пусть мало, редкие, каждый раз удивлялись, что ж такое, мутация БРАФ есть, а текут хорошо. То, возможно, это вот эти больные. И, может быть, для них не обязательно в первой линии такая история. Да. Может быть, для этих больных роль хирургии выше. Да? Я сейчас не говорю про МСАйчиков. Да, МСАйчики, само собой, это паттерн, правая половина, женщина, БРАФ мутированная, пожилая, без этого, как его называют, без линча, не линчевая, она с МСАем, назначение, у нее канцероматоз брюшины, у нее лимфатический узел, большая опухоль, назначение иммунотерапии и отличный ответ. При этом у нее чаще всего этот муцинозный паттерн, да, опухоли у этих больных. Муцинозный да, или не муцинозный? Или солидный рост. Да. Да, или солидный рост. То есть мы этих больных прекрасно видим, да, и имеем, да, пришла пожилая женщина, правая половина, мы уже глянули в микроскоп, уже понял, ты уже угадал, что это будет МСАй. А вот эти совершенно по-другому морфологически выглядят. Вот все-таки давай посмотрим Мы их хотя бы одного вот с диким типом и, так сказать, хотя бы одного с мутацией P53, потому что они довольно показательные в общем и целом. Отлично.